Пожар на круизном лайнере Grandeur of the Seas. Круизный лайнер Grandeur of the Seas. Судно класса Vision, принадлежащее и управляемое Royal Caribbean International. На круизном лайнере есть спа-центр с полным спектром услуг, 6 гидромассажных ванн, беговая дорожка на открытом воздухе и несколько баров и ресторанов. Длина судна 279 метров, ширина 36 метров, пассажировместимость 2446 человек, экипаж составляет с 760 человек, скорость хода лайнера 22 узла, спущен на воду 1 марта 1996 года. 27 мая 2013 года в 2 часа 50 минут ночи на третьей палубе корабля Grandeur of the Seas возник пожар. Пожар был потушен в течение 3 часов, и основные повреждения были ограничены кормовыми секциями палуб 3, 4 и 5. Всего на судне находилось во время пожара 2224 пассажира и 796 членов экипажа. Во время пожара никто не пострадал и о травмах не сообщалось. В качестве меры предосторожности все пассажиры были в местах эвакуации в течение нескольких часов. С большой осторожностью капитан собрал всех гостей на сборочные станции во время инцидента. Гостей освободили с мест сбора в 6 часов 56 минут. Эвакуации не потребовалось, и корабль смог продолжить свой путь к Багамам. Остаток круиза был отменен, и пассажиры были доставлены обратно в пункт отправления из Фрипорта, Багамы. Президент и главный исполнительный директор Royal Caribbean International Адам Гольдштейн и команда по работе с гостями прибыли во Фрипорт, чтобы встретиться с пассажирами пострадавшего от пожара лайнера. Лайнер Grandeur of the Seas остался на ночь во Фрипорте. Кормовая часть, пострадавшая от пожара, была оцеплена, но большинство общественных мест и каютах были безопасны и доступны. На всем протяжении корабля силовая установка, двигательные установки и системы связи работали бесперебойно. У гостей была возможность провести день на борту или на берегу в Фрипорте, в то время как несколько гостей в пострадавших каютах были размещены в отелях Фрипорта. Безопасность гостей и экипажа – главный приоритет круизного лайнера. Медицинский персонал на борту судна ответил на несколько обращений за медицинской помощью во время пожара, но ни один из них не был вызван неотложной медицинской помощью. Для членов семей гостей была открыта специальная горячая линия по телефону. Многие хвалили действия экипажа по тушению пожара, а также то, как представители круизной компании по связям с общественностью информировали общественность. Степень возгорания не была сразу ясна, но РСИ сообщила, что все системы на корабле все еще работают. По словам представителя береговой охраны США Мэрилин Фахарда, сказал, что пожар начался на 3-й кормовой палубе швартовки и распространился на 4-ю и 5-ю палубу в зоне отдыха экипажа, прежде чем он был потушен. Пожар начался на 3-й палубе в кормовой части. Это то место, где расположены все швартовные тросы, а также швартовная палуба. Причальная палуба 4 также официально является местом для курения экипажа. Это кажется странным, но это то, что есть на самом деле. Весь экипаж, особенно с галер, отправляется на кормовую швартовную палубу для курения и общения. На кормовой палубе швартовки была также станция СА-2 со всеми батареями больших баллонов, предназначенных для тушения пожаров в машинном отделении. Спринклерная система также на швартовной палубе установлена, но эта система активируется вручную, а не активируется автоматически. Если бы разбрызгиватель был автоматическим, пожар потушили бы быстрее. Над кормовой палубой номер 4 находится барная зона для экипажа, где можно курить. На этом же уровне находится аварийный дизель-генератор. А на 5-й палубе выше находятся запасные спасательные плоты и места сбора экипажа. На этот раз им повезло, потому что в результате сильного пожара
Корабль мог полностью вывести из строя станции СА-2, аварийный генератор, станции сбора экипажа, запасные спасательные плоты могли сгореть. К сожалению, ущерб, нанесенный пожаром на Grandeur of the Seas, потребовал отменить оставшуюся часть рейса. Компания вернула всех пассажиров в Балтимор, штат Мэриленд. Компания Royal Caribbean International предоставила каждому гостю полный возврат стоимости круиза. Royal Caribbean также предоставила гостям возможность снова отправиться в плавание и предоставлять каждому гостю будущий круизный сертификат на 100% стоимости круизного билета, оплаченного за их круиз 24 мая 2013 года. Royal Caribbean International глубоко сожалеет об этом неожиданном событии в отпуске наших гостей. Мы понимаем, что это могло быть для них очень напряженное время. И мы также знаем, что это существенно повлияло на их отдых. Мы ценим их терпение и сотрудничество в разрешении этой неприятной ситуации.